Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Вчера мы провели прямой эфир в Инстаграме, где потренировали фразы, чтобы сказать, что вам что-то нравится, рассказать о ваших интересах. Ну, например, такие фразы, как «мне зашло», «я кайфую», ну и просто «я люблю». А сегодня в этом выпуске мы поговорим о фразах, которые помогают сказать, что вам что-то не нравится. И первая такая фраза — это «меня бесит». Бесить происходит от слова «бес». Бес, то есть демон. И если вы говорите слово «меня бесит», значит, вы становитесь злым, вы максимально недовольны. Например, меня бесит, когда рушатся планы. Меня такое тоже выводит из себя. Следующая фраза «меня выводит из себя». Да, в целом я люблю все планировать, и поэтому, когда что-то рушится, какой-то один элемент плана рушится, приходится переделывать все планы, и меня это раздражает. Еще мне не нравится суета. Да, я люблю спокойный темп жизни. И часто, конечно, эти два пункта связаны, то есть планы рушатся и начинается суета. И перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к разговорному клубу. В общем, очень много плюшек, которые вы можете получить, если поддержите наш проект. Все детали в описании. Итак, что еще выводит тебя из себя? Ну, конечно, как блогеры мы не можем не поговорить о соцсетях. Наверное, самая большая вещь, которая сейчас выводит меня из себя, это алгоритмы в Инстаграме. Мгм. Это больная тема, потому что никто не знает, как точно они работают, они очень непредсказуемые, и поэтому ты просто делаешь контент в никуда и надеешься на лучшее. Ты замечала? Конечно, и можно сказать, что нас раздражает тратить время, потому что когда ты тратишь очень много времени, чтобы сделать какой-то контент, а его посмотрело не так много человек, то это, конечно, очень обидно, потому что твоя работа никак не оплачивается ни деньгами, ни подписчиками, ни вниманием людей. Да, это очень обидно. И еще большая тема, которую мы с тобой регулярно обсуждаем в нашем чате, это тупость людей. Давай раскроем эту тему. Конечно, это очень субъективно сказать, что кто-то глупый, а кто-то умный, но мы сейчас говорим о совершенно неадекватных людях, которые пишут абсолютно неадекватные комментарии, и приходится иметь дело с ними, если ты блогер. Да, точно. Может быть, даже лучше сказать, что это не люди тупые или глупые, а их поступки, их поведение такое, и мы с ним сталкиваемся, и поэтому, конечно, нас это выводит из себя. И еще то, что выводит из себя, это когда наши подкасты смотрят носители русского языка. Я не знаю, но обычно русская аудитория, она очень негативная. То есть она редко напишет какой-то позитивный комментарий или как-то похвалит тебя или тех, кто изучает русский язык. И мало того, что приходится иметь дело с негативом, который они пишут, это тоже влияет на алгоритмы. Да, то есть, когда они взаимодействуют, эти негативные люди, с нашим контентом, приходят другие негативные люди, потому что YouTube говорит: посмотри, негативный человек, наверное, тебе будет интересно. И тоже такие комментарии, например,
Кому нужен русский язык? Ребята, сегодня хочу похвалиться. На моем канале 50 тысяч подписчиков. На моем канале в Ютубе. Ура! Поздравляю! Да, конечно, наверное, среди них есть носители русского языка, которым просто интересно. Но все-таки большая часть этой аудитории — это люди, которые изучают русский язык. И если вы приходите на канал, на котором 50 тысяч подписчиков, очень глупо задавать вопрос, кому нужен русский язык. Но это абсурдный комментарий, на который не хочется тратить ни свою энергию, ни свое время, чтобы им отвечать. Что ты делаешь обычно с такой категорией людей? Обычно игнорирую эти комментарии или удаляю. Иногда, если я чувствую, что человек правда интересуется, я могу ответить и объяснить ситуацию, что на самом деле много кому. И иногда люди адекватно отвечают и говорят: «Вау, я не знал, спасибо, что объяснили». Но это такая редкость. Да, это бывает, ну реально, иногда, мы не можем сказать всегда. Очень редко кто-то говорит: «Вау, кто-то изучает мой язык, я желаю вам удачи, это сложный язык» и так далее. Ребята, вот такие комментарии нужны. А если вы просто говорите, вы обесцениваете мою работу, то, что я делаю, вы обесцениваете старания людей, которые изучают этот язык, ну, если честно, я не знаю, как вы вообще живете эту жизнь, если вы настолько негативны и во всем вы видите что-то плохое. Не Да. знаю. Сложно. Так, да. Ну и перейдем к чему-то другому, не менее негативному, потому что сегодня мы говорим о том, что нас бесит. Итак, я вспомнила, что еще меня раздражает. Это креатив в туалетах, в общественных туалетах. Когда, например, вы стоите, и перед вами есть двери, и вы должны выбрать, куда зайти. И есть традиционные знаки, которые обозначают мужской туалет и женский туалет. И очень часто есть какой-то креатив, когда ты не понимаешь, где твоя дверь, куда тебе идти. Или когда ты вышел из туалета и хочешь помыть руки, и понимаешь, что нет традиционного крана. И тебе нужно придумывать, за что дернуть, потянуть, чтобы просто пошла вода. Мне кажется, это очень глупо, потому что, ну, это должно быть понятно. И тоже это не гигиенично, потому что если человек в поисках крана грязными руками трогает все вокруг, то, соответственно, бактерии, микробы и всякое другое будет везде. Дико раздражает. И тоже, если мы говорим об этом, меня дико бесит отсутствие общественных туалетов. Это базовая потребность человека. И все мы знаем, что мужчины иногда просто используют улицы для того, чтобы сходить по-маленькому, а иногда и по-большому. Но в мире женщин все сложнее. Нам нужно искать туалет. Нам нужно искать туалет, где желательно можно уединиться и хотя бы закрыть дверь за собой. Ладно, там вода и все, мыло и все остальное. У нас всегда есть с собой влажные салфетки антибактериальные. У меня все. Мой спич закончен. Ну, кстати, я вот тоже хотела сказать про эту тенденцию, когда некоторые мужчины могут сходить в туалет прямо на улице. Мы регулярно видим таких экземпляров. И меня это всегда возмущает, можно даже сказать, меня бесит, потому что у женщин нет такой привилегии. Мы действительно Да. должны искать туалет. И мне кажется, это что-то про культуру, про развитие. Ну, очень редко можно увидеть женщину, которая просто села где-то в центре города, и и чтобы сходить в туалет. Боже, это что-то из другой, планеты. Ну, я только слышала такие истории с Октоберфеста, потому что, что тоже очень странно для меня, у вас фестиваль пива, то есть люди автоматически много пьют пива, и вы не заботитесь о нормальном количестве общественных туалетов, так что люди ходят в туалет просто на улице. Странно. Да. Очень-очень странно. Да. И вот интересно, что в некоторых, европейских странах я видела видео об этом, сама не была, ам,
что построили прямо в центре города, рядом с храмом или просто рядом на набережной писсуары для мужчин. Не туалеты, которыми могут все воспользоваться, а конкретно места, куда могут сходить мужчины. Ну, извините, а почему только для мужчин? Меня это раздражает. Я видела такое в городе, где я сейчас живу, в Аликанте, когда здесь были праздники, такие писсуары поставили на улице, и это отвратительное зрелище, потому что они закрывают только часть мужчины. И, я не хочу проходить и случайно посмотреть в глаза человеку, который ходит по-маленькому. Но что это такое? И около этих писсуаров просто ручей. О боже. Ну вот как это может не выводить из себя? Да, и представляешь, если бы такой туалет поставили для женщин, где закрывали бы только половину женщины. Если честно, я боюсь, что это было бы опасно в первую очередь для самой женщины. Конечно, я думаю, женщины не использовали бы Конечно. такую, точнее, не воспользовались бы такой возможностью. Да, все-таки в нашем мире, еще раз говорю, все намного сложнее. И раз уж мы говорим о женщинах, продолжим эту тему. Я думаю, у тебя есть что сказать. Ну, кстати, я еще не закончила с туалетной темой. Давай. Меня раздражает, что, как правило, количество женских кабинок в туалетах и мужских одинаковое. Но женщины гораздо чаще ходят в туалет, чем мужчины, просто потому что наше тело анатомически устроено по-другому. Тогда почему не сделать больше женских кабинок, чем мужских? Где логика? Да, уже столько исследований, которые показали, что действительно женщинам нужно больше туалетов, и им нужно чаще ходить в туалет. И мало того, что одинаковое количество мужских и женских кабинок, обычно туалет для людей с ограниченными возможностями, он тоже находится в женском туалете. И тоже комната матери и ребенка, то есть комната, в которой мама может поменять подгузники своему малышу, тоже находится в женском туалете. И для этих людей нужно, это логично, больше времени, чтобы использовать этот туалет. Правильно? То есть остается одна кабинка, в которую обычно километровая очередь из женщин, которые просто стоят, терпеливо ждут. И мужчины выходят такие, даже руки не помыли, просто вышли, куда-то пошли дальше. Кайфуют, живут вообще отлично. Очень раздражает, реально. Слушай, мне кажется, нужно использовать эту неформальную фразу, как «у меня бомбит». У меня бомбит или меня бомбит? Не знаю, ты как обычно слышишь или говоришь? Ну вот да, есть чувство, что и так используется, но мне как-то ближе «меня бомбит». Меня бомбит. Меня бомбит от этого. Есть, да. Но потому что у меня бомбит, там опущено слово пукан. Да. Пукан — это попа. Да, у меня бомбит пукан. Максимально неформальная фраза, но в каких-нибудь рилсиках, шотсах вы можете слышать эту фразу, поэтому запоминайте или не запоминайте, решайте сами. И сюда же, кстати, фраза «у меня подгорает» тоже пропущено слово «попа». Очень подходит. Да, мы с тобой сегодня, конечно, реально в таком состоянии, когда у нас подгорает. Хорошо, это идеальное состояние для этого выпуска. Так, я думаю, мы можем закрыть тему туалета. Мы сказали достаточно, мне кажется, 10 минут мы говорили об этом. Хорошо. Также меня просто убивают люди, которые не знают ничего о личном пространстве. Это люди, которые очень близко к тебе подходят. Я не говорю о друзьях, то есть это нормально сидеть рядом с друзьями, то есть я не настолько асоциальна, но когда, например, это очередь в супермаркете, и человек подходит к тебе так близко, что прям он прислоняется к тебе своим телом. О, боже мой, как мне это не нравится. И я обычно отхожу вперед, но там уже другой человек. То есть я не могу пойти дальше, и человек сзади не понимает, что я имею в виду, что мне нужно пространство, и двигается вместе со мной.
дико раздражает, поэтому мне очень нравился момент пандемии, когда была как бы социальная дистанция, нужно было ее соблюдать, и кто-то научился стоять подальше от людей. И еще хороший лайфхак: если такое происходит с вами и вам это не нравится, вы можете кашлять или чихать, чтобы изобразить то, что вы болеете, и тогда человек, скорее всего, не захочет к вам, двигаться в направлении вас. Хороший лайфхак, запомню. Да, ну, если мы говорим про поведение людей, у меня тоже есть одна категория людей, которые меня бесят, от которых у меня подгорает. Это люди, которые навязывают тебе свою точку зрения, то есть хотят убедить тебя в своей правоте. Я терпеть не могу, когда меня убеждают в чем то потому что у меня тоже есть свое мнение, но я его не навязываю другим людям. Я не стараюсь, заставить их думать, как я. Поэтому почему ты, человек, стараешься убедить меня в чем то? Да, я соглашусь с тобой, но мне больше всего не нравится, когда это касается темы религии. Очень деликатная тема. Понятно, что в мире существует много разных религий, и нас тоже слушают люди разных религий. Но если просто человек религиозный, мне абсолютно все равно. То есть он делает со своей жизнью, что хочет, он верит во что он хочет, пожалуйста. Среди моих друзей много людей разных религий, и тоже там атеистов и всех остальных. Но когда человек пытается убедить меня, что я живу неправильно, я должна быть таких же убеждений, как он, но, скорее всего, я просто не продолжу общаться с этим человеком, потому что, он, скорее всего, фанатик какой-то. Причем здесь я? Есть ты и твоя жизнь, твоя религия, есть я, моя жизнь и моя религия или не религия. Это тебя не касается абсолютно, потому что я никого не пытаюсь убедить в чем-то, что касается религии, да, потому что, мне не нужно. Я не считаю, что вообще есть в этом какой-то смысл. Да, я считаю, что Хорошо. вообще это красный флаг, как говорится. Если человек в аспекте религии старается тебя убедить в чем то то, скорее всего, и в других аспектах жизни он тоже будет считать, что его мнение выше твоего. Да, верно. Ну и так как мы уже очень долго говорим на эту тему, и нам еще много есть чего сказать, мы предлагаем вам послушать последнюю сильную, эмоциональную, экспрессивную фразу, чтобы говорить о том, что вам не нравится. А остальные фразы мы оставим на потом, на следующий Да. выпуск. Итак, я ненавижу. Слово, которое знают все, учат в самом начале, я думаю, легко использовать, но обратите внимание, очень сильное слово. Итак, мы ненавидим холодец. В выпуске про Новый год мы говорили об этом, и мы поняли, что мы обе считаем это блюдо отвратительным. И я еще ненавижу, когда хлеб хранят в холодильнике. То есть, когда это такой холодный и мокрый хлеб после холодильника, меня это, дико раздражает, я не могу есть такой хлеб. Хотя я знаю, что во многих семьях действительно есть такая традиция убирать хлеб в холодильник. В моем доме такой традиции нет. Что ты ненавидишь? Ой, я очень боюсь твоей реакции, но я ненавижу кофе. Как можно ненавидеть кофе? Это же кофе, напиток богов. Ага. Да, мне очень многие это говорят, и, может быть, моя жизнь была бы проще, если бы я кофе любила, но с детства мне не нравится его вкус. Я правда пробовала, я регулярно беру кружку мужа и нюхаю его капучино или эспрессо, и каждый раз у меня реакция как: «Фу, нет, это не мое». Как такое может быть? Реально, впервые вижу человека, который ненавидит кофе. Я знаю людей, которым не нравится эффект от кофе, может быть. Да, но так, чтобы ненавидеть вкус кофе. А как насчет тирамису?
Да, в этом и дело. Дело не только в самом кофе. Я не люблю его запах, и поэтому все блюда с кофе тоже уже мне не подходят. Тирамису — бэ. Итальянцы, выключайте. Простите. Ладно, о вкусах не спорят. Да, у нас есть такая фраза. Если ты не любишь кофе, окей, ладно, поняла. Но это лучше знать, если ты вдруг приедешь ко мне в гости. Значит, кофе тебе не наливать. Да, Хорошо. для меня подготовь чай, пожалуйста. Да, чай у меня всегда есть, потому что я люблю и кофе, и чай. Окей, так, ну что, вопрос недели? Вопрос недели. Что вас бесит? Что вас раздражает? Что вас выводит из себя? Спасибо, что послушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока.